Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и свежей аналитикой. Полина Реутова на связи прямо сейчас, оптимистка в штатском, аналитик, медиаэксперт, историк. Полина, здравствуйте. Здравствуйте, Саша, здравствуйте, уважаемые зрители. Полина, начать наш разговор я хочу прямо с главного. Значит, Зеленский в Европе и встречается с европейскими лидерами, начало датская встреча с премьер-министркой, встретился датской. Значит, вовсю звучит поразительная риторика, что мы поможем защитить Данию. Ее ж атакуют со всех сторон. Она бедная, не знает, куда ей деваться. Дроны разлетались. Ну и в то же время спасибо за очередные миллионы евро на строительство заводов по производству дронов. Урсула до этого выделила 4 миллиарда, 2 из которых на дроны. Короче, у Зеленского чёс. Это вот, чтобы было понятно, по шоу-бизнесовой модели. Там перед Новым годом всегда артисты выступают, они очень востребованы. Но параллельно с этим вовсю раскачивается тема дальнобойного оружия для Украины. Сегодня будет Валдай. Вчера уже выступление Путина на Валдае. Валдай уже идет, там уже есть первые спикеры, первые заявления. Но все ждут какого-то ответа от России. Каким он может быть? Ну, ответ, безусловно, будет. Я думаю, будут очерчены контуры реакций возможных на такие поставки. Возможно, будет заявлено, что эти поставки уже имеют место быть. Возможно, нашей разведке что-то известно. И будут оглашен тот спектр мер, которые могут быть которые, возможно, Россия будет употреблять в случае, если это произойдет. Будет, естественно, пойдет речь об нашем отношении к этому вопросу. Я думаю, что президент предметно скажет, что он думает по этому поводу. Скорее всего, это будет увязано с теми договорами и по ракетам малой и средней дальности, и другие договоры, которые стратегическую базу общемировой архитектуры безопасности определяют. Я думаю, что об этом будет идти речь в том числе. И в случае чего, попадают ли такие действия под нарушение данных договоров или нет, вот эти вот поставки. Потому что формально Украина как бы не является стороной в плане вот этих вот договорных отношений. Я думаю, что вот эти вещи тоже будут определяться в том числе. И еще важный момент. Интересно, кто там будет модератором дискуссии. От этого тоже будет многое зависеть. Ну и, в принципе, заявленная тема же президента, это как, так сказать, инструкция по применению, каким образом действовать субъектно и самостоятельно в предложенных обстоятельствах. Будет на это сделан акцент, но 100% не обойдут стороной и вот эти разговоры, беседы. Возможно, будет открыта часть тех тем публичного. Возможно, президент расскажет, о чем шла речь в ходе встречи с Дональдом Трампом. Возможно, тоже об этом поведают, потому что там о межконтинентальной безопасности 100% речь шла. И я думаю, что обсуждались возможные поставки нашим антагонистам в лице в том числе Украины, каких-то вооружений, которые Российская Федерация, наличие которых Российская Федерация у себя на границах считает совершенно неприемлемым. Конечно, эта тема будет подниматься, что скажет президент, скоро узнаем. Аляска умерла. Вот сейчас новый тренд, и причем я наблюдаю по публикациям в прессе, по высказываниям разных экспертов, что все, хоронят Аляску. То есть о чем-то Путин с Трампом договорились, и это, мол, все, кануло в лету, потому что, в общем-то, опять возникает вот эта экзистенциальная история о том, что Западу нужно развалить Россию, раздробить, ослабить, унизить, и так далее, и так далее. И абсолютно нет никаких реальных подтверждений тому, что этот тренд поменялся. Я имею в виду ситуацию на земле. На фронте также тяжело. Да. Зеленский дал Купянску город-герой вчера в честь праздника.
ну, тоже своеобразного праздника перенесли там из-за календаря на 1 октября, то, что должно было быть 14 на Покровы. Ну, в общем, привыкает народ к тому, что Покрова на 1 число. Ну, День казачества, День защитников, День защитниц. Но, по сути, Купянск, там пошел обратный отсчет по вообще территории Купянска. Ну, и много таких других, скажем, таких ярких моментов, ярких штук вытворяют. Причем, знаете, что вот самое, наверное, так вот примечательное? Зеленский в Европе, как я уже сказал. И начинается, что называется, движ Париж. Днепр. Что-то блымнуло, и свет на секундочку погас, а потом включился. Это подхватывают там российские каналы ноунеймы, типа аналитики, обозреватели, говорят, все, запустили Ярс или там Орешник. А на самом деле там просто перемкнуло что-то, ну, в общем, там в трансформаторах, но это все поддерживается. Дальше абсолютная такая своеобразная история с Чернобыльской атомной электростанцией. Выбивается в городе Славутич, ну, как считается, город-спутник, хотя он достаточно далеко, самый последний город СССР, который строил для работников станции фактически, да, вот потерпевший аварию в 80-х годах на Чернобыле, и разгоняется, что все, обесточен Чернобыль, все, катастрофа. И мы так вот все бросаемся на эти все, ну, такие ужасы-ужасы. А ведь четко понятно, что это как раз-таки уже пора привыкнуть. Если Зеленский куда-то едет и решает вопрос с деньгами и дронами, значит, нам какую-то такую иссерию подбрасывают. И вот как в этом ключе, да, вот относиться к договоренностям на Аляске, действительно ли поломался этот тренд, или нам просто пыль в глаза бросают? Саша, как мы можем делать вывод, поломался тренд или не поломался он, если нам практически ничего не известно о его содержании? То есть общественная дискуссия ведется возле тех предметов, о содержании которых неизвестно. Мы не знаем, о чем там договорились конкретно, о чем была речь предметно, но уже делаем вывод о том, что этот тренд сломлен. Хотя мы не знаем, из чего он состоит. Мы только можем предполагать. Поэтому на этот вопрос нельзя дать ответ ровно до тех пор, пока у нас не будет более-менее точных данных из первых уст, о чем там предметно шла речь. И по украинскому треку, и по треку международной безопасности, и касательно экономических сношений между Соединенными Штатами и Россией и так далее. С тем, чтобы делать вывод, мы должны знать предмет, а мы его не знаем. Вот и все. Поэтому здесь очень трудно анализировать на самом деле. Тут приходится из головы выдумывать то, что возможно было, а возможно нет, или было частично, а потом свои же выдумки анализировать на предмет их реализации в настоящем моменте. Вот в чем проблема. Возможно, сегодня президенту будет задан вопрос в ходе пленарной сессии, а я думаю, что, скорее всего, это будет, потому что это интересно всем, касательно того, а что же все-таки было в Анкоридже. И, может быть, немножко завеса тайны будет приоткрыта. Но пока говорить об этом, ну, как мне представляется, достаточно бесполезно. Другой вопрос, мы можем делать какие-то выводы, сопоставляя события и действия, которые имели место быть до встречи в Анкоридже и после. Вы сказали о процессах на Земле, плюс мы видим вот этот, как вы отметили четко, емко, ЧОС по странам, так называемым партнерам Зеленского. В этом отношении, по-моему, не поменялось примерно ничего. Идет дальше, так или иначе, наступление. Единственное, что усиливается эскалация, больше в медийном смысле. Идет демонизация образа России и демонстрация того, что Россия для вот этого Старого Света все большую угрозу представляет как раз за счет того, что появляются разного рода НЛО,
причастность которых к русским, кстати, я искала, читала, пока не обнаружила, чтобы она была доказана. Ну как же? И, Во Франции да, задержали танкер, ну причем танкер, да, с которого спецназ якобы, да, Строна. Красиво все. У них есть спецназ, представляете? ну, Франция одна из сильнейших стран в военном отношении, если брать общую температуру по больнице в Европе, в Евросоюзе, одна из сильнейших армий. Да. Ну, наличие спецназа тоже, да. Хорошо есть. Нет, ну можно, так сказать, привязать любое событие, абсолютно любое событие в качестве доказательной базы того, что, вероятно, оттуда могло что-то пускаться. Все же на таком уровне. Но доказательств пока нет. Вот в чем дело. Поэтому идет эскалация, демонизация образа России, и, как мне кажется, вот эти действия направлены на то, чтобы оттянуть подальше момент сокращения присутствия американцев в Европе. Я имею в виду военного присутствия. Дескать, там уже идет со ссылкой на НАТО, конечно же. Вот у нас Североатлантический альянс, общая безопасность, хотя нынешняя администрация Соединенных Штатов, насколько я могу судить, собственную безопасность от европейской уже начала отделять. Если раньше это воспринималось как общая конфигурация в рамках НАТО, то теперь котлеты отдельно, мухи отдельно. У нас на другой части глобуса свои вопросы. Вы, собственно, если хотите, в смысле Европа, да, повышайте до 5% ВВП, а в перспективе, я думаю, Трамп и больше может попросить, если НАТО, конечно, еще будет живо. Ну, или его преемник, там посмотрим, как оно будет. Поэтому идет эскалация в большей степени на уровне когнитивной войны в прессе и на уровне публичных заявлений. А вот эти инциденты в небе, непонятно кем инспирированы, раз. Два, с учетом того, что о некоторых инцидентах стало известно только на бумаге, но никаких свидетельств нет. Ни видео свидетельств, ни фотографий о наличии какого-то пролета. И я не удивлюсь, что многие из них выдуманы по принципу ОБС. Одна бабка сказала или специально всю эту историю запустили. Они нагнетают обстановку и, скажем так, подстраивают события таким образом, чтобы из слов про российскую потенциальную угрозу переходить уже к доказательной базе, которая эти слова бы их же и подкрепляла, в том числе через вот эти странные события, половина из которых, я думаю, возможно, и не имели места быть на самом деле, потому что доказательств нет. Вот все. Очень странное событие, оно играет в ключе демонизации России. Значит, есть такая сирийская обсерватория по правам человека со ссылкой на свои источники. Они запустили информацию, что в Москве пытались отравить свергнутого президента Сирии Башара Асада. Причем, в общем, его на днях выписали из московской больницы, сейчас состояние здоровья стабильное, говорят, но утверждают, что отравители Асада хотели опозорить российское правительство и обвинить его же опозоренное российское правительство в убийстве Асада. Человека, которого уже все подзабыли, о котором, ну, правда, сейчас везде этот Джулани, да, вот он и с Зеленским встретился, и со всеми встречается, но, тем не менее, даже с этой стороны мы видим какие-то определенные телодвижения. Есть устоявшееся мнение, что, условно, вот вы говорите, там, новое время, там, новый дух, новое, там, новое вводное, так давайте их проанализируем. Насколько болезненными медиа
или реальные удары по России могут быть. Причем речь здесь не только о томагавках. Все прекрасно понимают, что ну, запустят 10, 20, 30 томагавков, да, получат там сотню калибров в ответ, эти дронов бесчисленное множество. Причем отработка идет и сейчас геранями, там, шахедами их до сих пор называют многие, да, и по стране, и там, в общем, лупят и по энергетике, отключение света, подвижной состав железной дороги точно так же. И как бы идет такая вот отработка достаточно серьезная, и перспективы для Украины с точки зрения инфраструктуры и энергетики плачевные. Но почему-то идет провокация еще большего удара. Мне это все напоминает какой-то из эпизодов, их там было несколько, 5, по-моему. Помните, Рокки Бальбоа, да, который получал, ему вешали, 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 но в какой-то один момент в самом конце он там как-то провел атаку и вот стал победителем. Весь окровавленный, получил этот пояс. Рокки Бальбоа в этом смысле это вот образ и стратегия Зеленского. Образ и стратегия – это провоцировать дальше Россию на, как будет потом казаться всем, избыточные действия, чтобы усилить ее демонизацию. И здесь суть не в том, какой ущерб те же томагавки могут нанести Российской Федерации физически, какой может быть ущерб, а суть в том, что сам факт подобного класса оружия может быть использован. То есть здесь, даже если их все собьют, даже если ущерба никакого не будет, или будет минимальный, суть не в этом. Суть в том, что вот эта спираль эскалации, она раскручивается, и мне такое ощущение, что с тем, чтобы спровоцировать Россию на такие действия, которые, за которые можно будет глубоко осуждать, подвергать обструкции и вводить какие-то новые, ну, не ограничительные меры, ну, действовать в ответ как-то очень асимметрично вот, в отношении России. Дескать, пока она повода недостаточного для этого дает, им бы хотелось, чтобы спираль эскалации докрутилась до того уровня, возможно, чтобы какое-то было оружие применено ранее неиспользуемое. Ощущение, что они на ядерку провоцируют. У меня такое чувство периодически возникает. Ну или на какие-то очень серьезные шаги, которые станут поводом для новых обвинений, для новой демонизации и для усиления милитаризации Европы, в том числе с теми словами, что посмотрите, какой ужас, кошмар русские творят. Не спровоцированно, не спровоцированно на территории так называемой Украины, что они же дальше непременно пойдут и к нам, да они же неадекватные, у них ну, они одновременно говорят, что мы сдуваемся и так далее, и одновременно говорят о том, что у нас есть супер ресурс, и это как аргумент к нашему сдерживанию. Мне кажется, что ну, суть такова ситуации. Они это делают именно для того, чтобы на что-то спровоцировать. Сегодня томагавки, которые способны некоторые из модификаций, как, насколько я понимаю, нести ядерное оружие в том числе. То есть чем дальше, тем больше щупают Россию, скажем, щупают терпение России, Ну, тут все равно, да. как она будет реагировать. Подождите, тут все равно. Тут нужен сам факт применения. Куда там, в чисто поле, или по городу, или по Конечно, фронту, абсолютно. или... Я же об этом и говорю. Сам факт применения подобного класса оружия, неважно, будет ли нанесен ущерб и куда оно прилетит, сам факт применения. Но я пока далека от мысли на самом деле. Ну вот сегодня, может быть, Владимир Путин и разъяснит, в любом случае этот вопрос будет подниматься. И, возможно, будет заявлено что-то новое в том смысле, что если так называемые партнеры Украины решат, что это приемлемо,
подобного рода класс вооружений поставлять, то законной военной целью будут хабы уже не только на территории Украины, ну и, скажем, в Европе, откуда это, где это складируется и в дальнейшем передается Украине. Например, я думаю, что может быть что-то такое заявлено уже. Орбан Что у нас нам... законные военные цели, карта законных военных целей будет шагать на запад. Вот, возможно, Орбан нам что-то такое может приоткрывает быть. западные как бы такие цели, говорит, что все инициативы показывают, что брюссельская элита готова прям к войне, твердо и на венгерской позиции стоит, пишет, но сам саммит доказывает, что ближайшие месяцы будут посвящены угрозе войны. Хотят передать фонды Европейского Союза Украины и пытаются ускорить ее вступление всеми юридическими ухищрениями, финансировать поставки оружия и так далее. Вообще тема денег, конечно, серьезно Европу, европейских лидеров как бы качает. Значит, выходит Кая Каллас, говорит, европейцы, хотите, чтобы мы забирали деньги у вас и вы платили с налогов за войну в Украине? Ну, тогда нам придется это делать. Нет, есть другой путь, да, российские активы. Выходит Брюссель, ну, Брюссель не в плане, Бельгия, давайте так, Бельгия выходит Премьер Бельгии, да. и говорит, ребята, мы, конечно, не против, просто Бельгия держатель наибольшего количества активов, да, Российской Федерации, говорит, мы не против. Понятно, что вы нас душите и гнете, но мы хотим, чтобы ответственность за последствия мы разделили вместе. Ну вот вместе это имеется в виду и с Орбаном, и с Фицо, и с Макроном. Макрон тоже дает заднюю. У него, конечно, бодрый спецназ, они там провели вот эту, по большей части, информационную спецоперацию, потому что, ну, это же не танкер с российским флагом они принимали, это же понятное дело там. Плюс многие люди, которые наблюдают за вот этим танкерным флотом, все вообще обалдели. Нашли танкер, который уже распилен, и, в общем, ну, его не существует. А он вот плывет, ну, то есть идет, точнее, правильно говорить, да, по морю, ну, что-то везет. То есть уже такие парадоксы мы видим в этой теме. Вообще, если туда углубиться, то это просто, ну, там очень много таких летучих голландцев, да, и таких вот судов. Но, тем не менее, показали, что, мол, оттуда запускали дроны, и вроде как милитарный такой мощный Макрон, но он почему-то тоже с темой российских активов становится в позу и говорит, не-не-не, подождите, это невозможно, международное право, и продолжает стоять на своем. Но, судя по всему, как бы голосов больше за то, чтобы отобрать деньги, ну, сначала проценты, потом деньги и отдать Украине. Как вам видится, ну, даже вот эта сама идея про репарационный кредит, она вот изначально наталкивает на мысли, что и суммы такие, там, да, 140 миллиардов репарационного кредита, что когда-нибудь Россия заплатит репарации для Украины. Это вот реальные деньги? Или это какая-то, ну, на войну? Или это какая-то определенная схема, модель, в чем европейцы гораздо научились, видимо, у украинцев, каким образом, ну вот, так сказать, чтобы прилипало? Второй вариант – это средство обогащения довольно узкого круга лиц среди евробюрократов и киевской ОПГ. Мне это так видится. Очень легко сказать, что давайте-ка все у русских отожмем, но если решение действительно принимается, условно говоря, на уровне Европейского Союза, то почему это же не на уровне Европейского Союза с формальной юридической точки зрения, не в ЕС как в структуре лежат деньги, а в Бельгии как в стране отдельно. И, разумеется, бельгийцы справедливо отмечают, что у нас как-то инвестиции сильно поуменьшатся, ячейки позакрываются, ЦБ других стран увидят, что это прямая, по-моему, даже была цитата, что при первом удобном случае эти деньги могут забрать, они увидят в нас, то есть в бельгийцах и в ЕС в целом, ну, в частности, в Бельгии дальше, в Бельгии, ненадежного партнера, и это на евро повлияет.
Это на все повлияет, ну, в первую очередь, на инвестиционный климат. Поэтому мне кажется, что они этого делать не будут, и более того, пройдет немножко времени, и Россия заявит свои претензии на отжатые проценты от этих активов. Придет и такое время, и на этот предмет Европе придется что-то придумывать и как-то это компенсировать. Когда международная архитектура права изменится и начнет походить на право, где основа будет управляться не вот этими глобалистскими ошметками, а действительно транснациональным международным глобальным управлением в хорошем смысле, тогда уже Россия заявит свои претензии и на отжатые проценты, на доходность в том числе. Поэтому, конечно, они не хотят этого делать и не будут. А по поводу то, что вы там по поводу Орбана сказали, ну там же по поводу процедуры вступления Украины в Евросоюз, они же хотят квалифицированное большинство, ну, чтобы инструмента вето не было. Но все дело в том, что даже квалифицированное большинство может не сыграть, потому что только публично, как мне видится сейчас, Венгрия как бы в одиночестве выглядит, что, дескать, она одна против. Мне кажется, что Орбан говорит устами не только Венгрии, но и очень-очень многих других стран, включая ту же Францию, которая против изменения процедуры выступила. По одной простой причине. Другие страны тоже не смогут блокировать вступление для них нежелательных членов, вот как Северная Македония, например, или Турция. Они поэтому не хотят менять процедуру, потому что это коснется всех. Они, может, номинально и хотели бы консенсуса такого всеобъемлющего, чтобы тоже Украину или там Молдавию принять в свои ряды. Хотя это уже стоит рассматривать не как политико-экономический, а как военный союз, тоже военный конгломерат становится. Тут уже тоже есть нюансы, поэтому и с этой точки зрения нужно рассматривать так называемый Евросоюз. Поэтому, если даже квалифицированное большинство, ну, может обнаружиться, что добрая половина стран Евросоюза как-то и против окажутся. Это они сейчас молчат, что они якобы за. Ну, потом подключатся поляки, подключатся румыны, подключатся словаки, будут венгры, потом французы тоже, потому что не хотят терять право вето своего на вступление других членов. И далее по списку и понесется. Даже Прибалтика может оказаться против. Например, там есть отдельные моменты, подводные камни, которые на поверхности, которых не видно на поверхности. Там все непросто. А это такой прецедент серьезный. Это же саму суть вот этого союза. Союз — это же как некоторое единство. Значит, там все на паритетных, равноправных началах. Каждая страна, вне зависимости от объемов своей экономики, например, имеет право одинаково принимать решения в рамках этого конгломерата. И это должно на единогласной основе приниматься. А если этот пункт убирается, если процедура меняется, это уже никакой не союз, это предтеча к его развалу уже, как к этой надгосударственной общности. Вот все. Поэтому... Думаю, тут будут сложности, пока это все риторика в пользу Сегодня, бедных. сегодня активно распространяется интервью там, военного эксперта, они там обсуждали в студии на Sky News, о том, что Украина такая дерзкая, резкая, мобильная, живая и может предпринять какой-то ход, да, который там изменит картину и вообще медиа-составляющую противостояния. И этот эксперт предположил, что вполне вероятно два варианта. Или десант в Крым, высадка и атака войсками Крыма, или какой-то мощнейший удар по Крымскому мосту, и, в общем, или бомбежка Крыма, в общем, такая вот история, в общем, прицел на Крым. Мол, это вот и будет, и все будут понимать, что это, смотрите, законно, Украина. Трамп же сказал на границе 91 года. Вот, значит, на Крым и попрут все силы и средства, и, соответственно, вот будет нечто
нечто совершено вооруженными силами Украины на полуострове, в Крыму. Интересен параллельный вот курс. Вот мало кто видит, как вообще это работает. А работает просто прекрасно. То есть какой-то эксперт чего-то сказал, все, это все поднимается на щит, и давай, 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 Крым, сейчас будет. То есть никто не задает простых вопросов. Погодите, но был же контрнаступ, да, вот 23-го года, который провалился. Сейчас опять достали, отряхнули. Есть такой Маркус, Валерий Маркус, он 47-й был очень ярким представителем 47-й бригады, как раз та, которая шла в этот контрнаступ. И он там делает очень много таких заявлений о том, что, в общем, командиры жалели технику, не жалели людей, гнали по минным полям. И, внимание, говорит, Залужный хотел славы, поэтому его там люди отговаривали, говорили, не надо туда идти, а он хотел славы и все равно пошел. То есть под этим соусом опять-таки идет удар по, допустим, Залужному, у которого рейтинг сейчас там показывают, если второй тур Зеленский-Залужный, сразу идет как бы минусовка Залужного. Хотя речь идет о том, что, ну, о войне, о жизнях, о солдатах, о даже, не знаю, там, о фронтах, о там каких-то спецоперациях, или каких-то успешных, или провальных, неважно. То есть мы видим в это как бы вкрапление политической игры, мол, Зеленский, Залужный, сейчас вот это вот людям в Украине вешают вот этот выбор без выбора. Как вы думаете, добропольское контрнаступление, ну, собственно, на этом контрнаступательные возможности вооруженных сил Украины и ограничатся? Или действительно готовится какой-то, не знаю, помните, вот это было выражение, кто там из ЛНР или ДНР, по-моему, бросок мангуста, да, вот, бросок мангуста возможен у вооруженных сил Украины? Ну, может быть, на уровне идеи или какой-то попытки, да, но в плане эффективности у меня большие сомнения, потому что Крымский полуостров одна из самых защищенных территорий, один из самых защищенных субъектов Российской Федерации. Потому что это де-факто огромная военная база Российской Федерации со всеми соответствующими степенями защиты. Поэтому со стороны, быть может, не вникая предметно в тему, это больше рассматривается как некоторая пиар-составляющая, нежели какое-то действие, целью которого какой-то успех на земле достичь. Условно говоря, как считается, тимчасово оккупованная территория, да, временно оккупированная, вот, чтобы пойти на так называемую деоккупацию. Ну, это, очевидно, не приведет к этому. Это первое. Второе, даже если будет что-то такое планироваться, тем более, если об этом говорят по американскому зомбоящику, что-то мне кажется, что наше начальство уж точно в курсе, особенно сделав выводы после того, что было допущено в Курской губернии, вот, масштаб и тяжесть вот этого вторжения, которое, ну, было отбито, ликвидировано, но тем не менее большими потерями, было много сил оттянуто, то есть здесь не прошло для России бесследно. Тут рассказывать браваду, что так легко все это было нивелировано, неправда, нелегко, трудно и так далее. Ну, 9 месяцев, И долго, да, это долго, это конечно. долго. Долго, да, то есть я не согласна. Я считаю, это пропагандистский штамп, когда наши начинают рассказывать, ну, россияне, что это была прям совсем уж неуспешная украинская операция. Если бы она была совсем уж неуспешной, она 9 месяцев не длилась. Вот как неоклассик, 2-3 недели максимум. Вот. Нет, ну там же как, там другая история. Там много моментов. они, Ну, я к тому, они что... шли не пойми куда, то есть не было какой-то такой, ну, там натягивают, что это там Курчатов, да, и атомная электростанция, но по Да, большому это счету, правда. ну, Саш, тут правда тоже. хотели. Саш, хотели. Ну, насколько мне известно, именно Так они такая не цель дошли была. и не дошли бы. Не дошли. Ну, они думали, что дошли бы.
Там много моментов, которых, о чем я знаю, я пока не могу об этом сказать, потому что это уголовная ответственность. Ну, хотели они этого, да, и много вопросов и к нашей стороне. Там, ну, ладно, это отдельная тема, это долго, и придет время, когда мы, может, спокойно сможем это обсудить. Я к тому, что, возвращаясь к Крыму, что это пока на уровне какой-то бравады. То, что действительно могут сделать, это попытаться нанести серьезный ущерб мосту, что неоднократно пытались сделать и несколько раз даже успешно. Ну, вспомните один этот теракт, когда фура взорвалась, пролеты пришлось восстанавливать. То есть вот на этом уровне, да, возможно. Мне кажется, более вероятным то, что по земле может быть попытка какого-то прорыва на территорию России. Ну, не как с Курской истории, но плюс-минус, вот где-то там недалеко, в какой-нибудь соседний регион. Об этом давно говорят, и есть замечена концентрация сил и средств неподалеку от Брянской губернии. Не знаю, это для того, чтобы спутать карты, или, быть может, действительно что-то планируется. И, ну, так или иначе, такие вещи будут происходить, потому что, наблюдая за действиями так называемой власти, так называемой Украины, я не вижу там стремления к какому-то стратегическому планированию и к сохранению жизни и личного состава. Все делается в угоду, первое, сделать побольнее России любыми средствами, второе, тянуть, затягивать боевые действия как можно на более длительный срок с тем, чтобы оправдывать свое нахождение у власти и у кормушки. Вот две вещи. Ну, а на более масштабном уровне это обслуживаются интересы этих глобалистских ошметков, у которых, да, цели это нанесение стратегического поражения, как им кажется, России и максимального ущерба нашей стране, и желательно с последующим ее развалом. Потому что им тех масштабов, которые в 91 году случились, оказалось мало. Слишком уж большая РСФСР оказалась. Вот ее еще подробить. А для этого все силы и средства они будут направлять туда. Плюс параллельно, судя по действиям так называемого Евросоюза, который давно перестал, повторюсь, быть политическим, экономическим блоком, а становится военным блоком, они действительно готовятся к войне. Не с кем-нибудь, а вот с нами, да. Полина, ну о войне тут как бы можно тут разные сценарии расписываются, да, насколько успешно, насколько неуспешно. Меня интересует вот конкретный шаг, да, вот украинская пресса сегодня. Ладно, там Зеленский, который выходит и говорит, что, значит, у нас подготовка к зиме, да, в России подготовка к зиме. Блэкаут в Киеве будет означать блэкаут в Москве. Например, бьют по нашим электросетям, будем бить по подстанциям электросетям в Российской Федерации. И вот, собственно, вот эта вот такая риторика, она, в принципе, от Зеленского, который возглавляет государство воюющее, ну, логично звучит. Но когда в прессе выходит начальник Генштаба Вооруженных сил Украины и дает как бы анонс, причем четко и понятно, Украина найдет возможности и оружие для блэкаута в Москве. И прямо это звучит, тексты, все, анонс, Генштаб Украины анонсировал, ну вот, блэкаут в Москве. Блэкаут в Москве пошатнет трон Путина, а если нет, то к чему приведет? Если гипотетически предположить, что условно фламинго существует, и Минобороны Российской Федерации заявила, что уничтожила там перемещение этих ракет, и это правда, это эти ракеты, а не какие-то другие или что-то еще, несмотря на то, что там нам говорят, что денег нет на ее серийное производство. Или, например, там передадут какие-то другие, там, сейчас же видите, как томагавки, а сегодня уже Wall Street Journal пишет «Барракуда». Ну, страшно, чтобы было. Барракуда будет. И вот смотрите, есть какие или дроны, неважно. Запустили и отключили, например, там на сутки, на трое Москву.
Ну так сразу все выйдут сносить Путина. Это технически невозможно. У нас все устроено таким образом, а, столица, еще со времен Великой Отечественной, сами понимаете, научно-технический прогресс и меры по обеспечению безопасности, они с течением времени модернизируются. Это физически невозможно сделать. Может быть, локально какой-нибудь северо-западный или там, может, юго-западный какой, и то юго-запад вряд ли, ну, где-нибудь вот северо-запад, наверное, потому что юго-запад там, скажем так, такое направление интересное, Рублево-Успенское и так далее. Там под особой защитой все. Хотя частенько там народ рассказывал, что там дроны замечали и сбивались дроны. Ну, в принципе, у нас это особо и не скрывали. Это попадало в прессу, и Собянин сообщал о сбитии там беспилотников. Физически это невозможно. Это если только жахнуть, ну, мне кажется, чисто теоретически, если жахнуть реально каким-нибудь серьезным ядерным. Чтобы такая была кинетическая энергия, такой масштаб поражения, чтобы реально рубануло. Ну, это только ядеркой бросаться. Так это невозможно сделать. Ну, какие-то отдельные районы, быть может, на часик-два, и то не факт, может быть, им какой-нибудь РОИ с БПЛА там может устроить. Либо на уровне здесь диверсий уже внутри. Там, не дай бог, я думаю, у нас контора это все отслеживает. Ну, вот так чисто теоретически, если предположить, чтобы откуда-то что-то прилетело и так рубануло свет, ну, мне это трудно представить. Только если реально ядерка полетит. Но в случае, если она полетит везде, и весь мир в труху. Это будет последние минуты нашей цивилизации. Я сильно сомневаюсь, что страны ядерного клуба, даже номинально поддерживающие так называемую Украину, согласны положить конец нашей цивилизации ради Украины. Так, не доставайся же ты никому, этот мир. Если Украина проигрывает, не дадим проиграть до конца, пусть весь мир в труху. Ну, это что, так, что ли, выглядит? Сильно сомневаюсь, что это возможно. Поэтому все это на уровне бравад, с одной стороны. С другой стороны, это, опять-таки, очевидная эскалация и провоцирование Российской Федерации на те действия, возможно, жестокого характера, которые будут в прессе и в мировом дискурсе выглядеть как вообще что-то какой-то ужас, кошмар. Ну, типа того, что сейчас делает Израиль, хотя Израиль не считает, что он делает что-то плохое, как я смотрю. Вот весь мир считает, а они не считают. Но русские даже и близко себя таким образом не ведут. Но вот они хотят как будто на что-то такое спровоцировать, чтобы можно было все за голову взяться, сказать, все, это вот красная линия, которую мы спустить не можем. Вот на какие-то такие действия. Ну, вы понимаете, А вообще, вы видите, как комментируете, все, так как говорится, зависит от, как это, места сидения. Но да. я просто вижу за этой информацией, вот этой историей с разгоном, сейчас мы добьемся блэкаута в Москве, а, я вижу неизбежность блэкаута в Украине. Ну, здесь, знаете, это будет зависеть, как мне кажется. Вот в чем разница а, между действиями России и действиями Украины с ее союзниками, так называемыми. Их действия направлены в большей степени на пиар и на то, чтобы это было громко и красиво в прессе. А российские действия не на пиар направлены, а на прагматизм, на достижение эффективности, чтобы поставленная задача была выполнена. А, Не стоит задача, как мне кажется, непосредственно деморализовывать население, озлоблять. Оно и так, да, уже очень сильно озлоблено на Россию, население Украины, и это проблема, с которой еще только предстоит работать. И, кстати, я с сожалением констатирую, что у нас, во всяком случае, мне об этом неизвестно, но как-то у нас в этом направлении, к сожалению, работа не ведется, хотя я считаю, что она необходима.
Тут нет задачи условно, как мне кажется, блэкаута ради блэкаута. Может быть, и скорее всего так и есть, имеется задача повлиять на энергетические мощности, обеспечивающие производство и логистику. Военная техника, те же БПЛА, те же ракеты и так далее. Так или иначе, для этого нужно электричество. С тем, чтобы этому помешать, вместо того, чтобы искать все производства, которых сотни мелких локальных, да, и которые, как правило, замаскированы, то есть никто открыт, то это завод по производству кофемашин, может быть, или еще как-то по-другому называться. Там какие-то интересные штуки делаются. Вместо того, чтобы это все искать, проще сделать так, чтобы производство было невозможно в силу отсутствия электроэнергии, обеспечивающей это производство. Вот с этой точки зрения удары по энергетической инфраструктуре и наносятся. Также это сильный удар по логистике, потому что на тепловозах и дорогой солярке далеко не уедешь, тягачи. То есть это на электричестве так или иначе Ну, особенно если завязано. отказываться еще от поставок из Индии. Ну, так вообще. Да, Ну, поэтому здесь прагматичная задача максимально усложнить производство средств поражения и понимаете, в их чем дело? логистики. Тут же вы очень тонко отметили разницу. Тут же действительно блокаут в Москве это тема как вот очередной перемоги, потужной. И, ну вот Как смотрите, беспилотник в Спасскую башню, ой, ну, в флагшток кремлевский, да. ну, Толку ноль, но выглядит красиво, нет, да. ну так это уже было, понимаете? И даже вот когда Да, сейчас ну я же про пресса, это и говорю. когда пресса уже сейчас там опять, ну там выкатывает материалы, ну это сакраментальное, да, почему Украина выигрывает, все, как Мгм. говорится, знаете, начинается с присказки. И поехали. Крейсер Москва, там, Крымский мост, вот, и вот эти наступления 22 года. А, Набор символических да, жестов. ну, то есть, конкретика, но время уже поменялось, война уже поменялась, люди, которые воюют, уже поменялись. Причем со стороны Украины главком уже другой, а со стороны России там вообще там попересажали военных и поменяли вообще структуру, да, только Герасимов остался еще на 5 лет. То есть характеры, подходы как бы совершенно разные. У меня вот в финале вопрос важный. А как вот мы говорим с вами там о медийных трендах, о каких-то вот этих э, потужных заявлениях, Путина коснулись грядущей речи. Возможно, резкая перемена в сторону мира, мирной риторики. И очень важный, кстати, момент. Вы помните, как на протяжении нескольких месяцев, прям нескольких месяцев, как бы вдалбливалось в голову, что никто не может остановить войну России и Украины, кроме Трампа. Ну вот, и это прям идея такая, вот только Трамп может. А может есть кто-то другой? Или может быть есть какой-то другой путь? Может все на поверхности, просто это как хорошо спрятать, положить на видном месте? Почему вот все вроде как ждут мира, да? Ну, судя по опросам, судя по людям, ну, все хотят мира. Давайте так, кто-то ждет, кто-то не ждет, ну, хотят, да, какого-то мира. Даже те, которые там остервенелые ястребы, все равно они тоже говорят, что все равно закончится, все равно нам нужно будет думать, все равно там нужно будет какие-то шаги после. Уже меньше таких, которые там готовы самоубиваться. Если ты прожил 4 года в этой войне, и ты выжил, ну ты точно уж умирать не хочешь. Даже из этой логики, исходя, люди все равно как бы вычисляют этот мир. Так а что к нему может привести сейчас? Пока я не вижу, чтобы что-то привело. Хотя вижу. Если брать локальный наш региональный конфликт, а я все-таки, к сожалению, думаю, что есть вероятность его масштабирования дальше на Запад, да, ну, это отдельная тема. Если брать наш локальный региональный конфликт, это смена режима в Киеве. Вот. Самый такой очевидный вариант. Возможно, какая-то
красиво исполненная спецоперация по смене режима. Там я не говорю на какую-то военную хунту, например, хотя и такие варианты предлагаются. Условно говоря, госпереворот только направленный не на антироссийский тренд, как было ранее. И, в общем, ориентация как раз вот на мирный трек и на какую-то центричность. Но для этого нужно, конечно, осуществить смену режима. И тут, как ни парадоксально, мне кажется, наиболее вероятно, это будет не через электоральный процесс произведено. Тем более в украинской политической традиции принято менять власть последние годы не с помощью выборов, ну, кроме там Зеленского мы за скобки. Это был прецедент, который ни к чему хорошему не привел. Как правило, с помощью госпереворота. Мне кажется, потому что в случае, если будет электоральный процесс, мы увидим что-то схожее с тем, что было в Румынии и в Молдавии. Да? Потому что даже представим, что выборы будет 100-500, условно говоря, участков в Европе, там и, возможно, в Штатах посложнее с учетом текущей конфигурации, а вот в Европе 100%. И где-то ноль в России. Если в молдавских участков было 2, то в украинских будет ноль. Мы сами понимаем, какой будет результат. Ну, если потенциально о каких-то выборах говорить, как о смене, как об инструменте по смене смены власти. Вот мне видится это бесперспективным, демократическим путем здесь идти бессмысленно, потому что он ни к чему не приведет, а только утвердит нынешний людоедский курс. Вот только так. Либо на поле боя, но это будет долго, и с учетом масштабирования возможного вот этой всей истории, к сожалению, пока конца и края не очень видно. А то, что только Трамп способен, так это Трамп и разгонял. Потому что про глобалистов этого сказать нельзя, это его онтологические враги, они его ненавидят, он их тоже, а вот этот мейнстрим в прессе в западной контролируется совсем не протрамповскими и не маговскими структурами, а Демократической партией Соединенных Штатов и ее партнеров вот этих в Европе, которые остались сейчас, вот эти глобалисты. Об этом только Трамп говорил. Ну, Трамп много чего говорил, и, к сожалению, он не раскрывает этого пронзительного секрета, какие именно войны он имеет в виду, которые он завершил. Не знаю, он посвятил ли он в эти тайные знания людей, которые принимают решения о присвоении Нобелевской премии мира. В курсе ли комиссия, про какие войны он говорит, я не знаю, возможно, в курсе. То есть он много чего говорит, надо глядеть на то, что он делает. И да, одним из маркеров в том числе будет наличие либо отсутствие поставок серьезного оружия киевскому режиму, прямо или опосредованно в том числе. Потому что кричать с трибун можно одно, да все что угодно практически. Хотя это уровень полемики, конечно, скатился до самых нижних низов. И я понимаю, что нашему начальству очень трудно с такими... Они вынуждены со всем этим общаться, но при этом не опускаясь на их уровень. Только там иногда в Твиттере один наш бывший президент позволяет себе интересные вещи писать, а так А на потом уровне подлодки дипломатии. запускают к берегам России. Ядерные. Так дело в том, что... кстати, про подлодки у Трампа бы про Курск бы спросить, что он думает. Это опасная же тема. Иногда может всякие казусы быть, когда чужие подлодки в территориальных водах. Как американцы полезли во время учений двумя подлодками, одна сопровождающая, одна
Они вдвоем, как правило, ходят. По одной штуке они не ходят, особенно вот эти атомные, которые для патрулирования чужих вод предназначены, как правило. Это не какие-нибудь там варшавянки, которые бесшумные, но они дизель-электрические, они слишком далеко не уйдут там от пункта базирования. А вот если про атомные говорить, ну ладно, это мы уже далеко уходим. Да, возможно, дело в том, что они где-то близ нас, скорее всего, находятся примерно всегда, так же, как и наши подводные лодки в самых разных точках на глобусе тоже находятся постоянно, несут свою службу. Вот. Поэтому отправил, не отправил. Ну, если бы у нас были плюс-минус такие же шоумены, они бы сказали, а мы десяток отправили. И теперь ходите, ищите, где они. Мы вас окружили подводными лодками. Поли- Жуткими. Да, Полина Реутова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша. Спасибо, дорогие друзья. Ставьте лайк. Да, обязательно. Подписывайтесь и всем добра и света. Увидимся.